door to Phantomile. Эх, в общем-то, Alright, сейчас so начнется we довольно-таки already спокойный sat элемент. through the 2-minute unskippable cutscene, so I'm ready to go whenever. Shall I just give a countdown? Alright, 3, Вы сразу 2, можете понять основной геймплей игры, то что трехмерные задники и вот специфический захват противника, то что мы можем его схватить, тащить, с помощью него можем делать даблджампы, бросать его. И это 2,5D-платформер. Вот так вот правильно назвать его. В общем-то, что у нас тут есть особого? Непосредственно вместо того, чтобы делать выстрел по врагу, то есть мы можем схватить его издалека, мы подбегаем к нему и хватаем, потому что выстрел убивает наш моментум, скилл-момент. Это он руинит наш импульс движения, то есть при выстреле мы теряем немного скорости. Поэтому врагов мы хватаем, просто подбегая к ним в упор, из-за чего экономится немного времени, но спидраны это такое. После чего мы можем непосредственно с помощью них перемещаться по локации, кидать их, непосредственно подпрыгивать с ними даблджампом, и это основная механика взаимодействия с врагами в игре. Как видите, наш главный герой — это такой меховой кот, ушастый. И наш меховой ушастый кот для достижения ВР должен просто убить финального босса. Игра у нас будет работать в 60 кадров в секунду, в отличие от большинства игр на PS1. И это очень удобно для трюков. И самая сложная часть игры в ране будут непосредственно боссы, потому что мы хотим поймать конкретные циклы, а у боссов, в общем-то, есть такие странные хитбоксы, и в значительной степени эти боссы такие лапочки, что могут устроить нам настолько руину, что раннер такой в оверстимейт уйдет минут на 5. Он, конечно, взял время с запасом, на 10 минут практически, но шансы, что все пойдет не так, очень велики. Oops. Well, there we had a wahoo. That was totally intended and not me trying to hit the checkpoint and jumping instead. Небольшой damage буст периодически происходит, и мы сразу хватаем как бы восстановление здоровья, потому что получить удар не очень приятно. И как вы заметили, вот эти 3 сердца у нас на самом деле не 3, они теряются частично. То есть касание врага не сразу отнимает полное сердце, и начинается первый рейнджи-босс. Нам надо, чтобы он подставился к нам спиной, и мы имели возможность кинуть в него сразу шарик по умолчанию. Но поскольку в спидране мы не боимся терять сердца и знаем тактику, мы просто хватаем противника, подходим к нему, ударяемся о него хитбоксом, он получает инвурфрейм, неуязвимость. Мы ждем, пока неуязвимость пойдет, и кидаем в него следующего врага. В общем-то, если кратко пересказать сюжет того, что происходит, наш главный герой — это Klonoa в японской версии. В английском он стал Klonoa, и у него очень простая история, в которой все начинается с того, что нам 2 минуты рассказывают легенду о том, что есть таинственная земля, в которой есть непосредственно Phantomile, который питается с нами людей, никто не может припомнить свой сон, даже если он проснулся. И нашему Klonoa, который проживает в своей деревне со своим дедом, приснился странный сон о том, что вот этот вот мистический воздушный корабль врезался в ближайшую гору, и он может вспомнить все детали этого сна. И, в общем-то, мы отправляемся в путешествие. Так, сейчас мы должны клипнуться, кстати. Nope. Клипнуться мы не смогли.
В общем-то, Раннер сейчас пытался клипнуться, но, к сожалению, игра его немного затроллила, поэтому он пошел за ключом. Unlucky. I'm going to let amoser explain these because, yeah, they're very, very interesting. This one's trolling me a little bit, so I'm gonna go do this the intended way. Don't wanna. В общем, если кратко объяснить, что он пытался сделать, клипы непосредственно являются сбоем в игре в многих ситуациях. И из-за того, что мы можем выполнить несколько небольших движений влево-вправо возле стены, иногда это позволяет нам просто пройти сквозь них. Как это работает, не совсем понятно, но это работает. И, собственно говоря, основная оптимизация движений и платформинга — это непосредственно стандартное использование фреймов неуязвимости от урона. И в целом все, потому что никаких особых трюков здесь нет. В данном случае, пока что раннер бежит стандартный раут. Я объясню, наверное, подробнее, как работает объяснение, потому что тут у раннера замечательная заметка есть относительно того, как он клепается сквозь стены. Игра предполагает, что вы сталкиваетесь со стеной в том же месте и направлении, в котором вы смотрите, что чаще всего имеет смысл, потому что вы движетесь в том же направлении, в котором смотрите. Поэтому есть окно в один кадр, чтобы провернуть такой неправильный путь после попадания по противнику, ну, попадания противника внутрь стены, если быть точным, и поэтому он берет противника. Игра пытается вытолкнуть вас назад, потому что считает, что вы застряли в стене. И поскольку она видит, что враг в стене, но вы смотрите не в ту сторону, куда надо, игра отталкивает вас дальше за пределы препятствий, и тем самым вы оказываетесь по ту сторону дверей. То есть это стандартная ситуация, когда разработчики предусматривают ситуацию антиклип, чтобы вы не застряли в каком-то поверхности, но это используют. Это PS1. Это PS1. We did it anyway for no reason, but you know it happens. Oh yeah, absolutely. Just demonstrating what like the intended route, right? Yeah, exactly. Такой вполне себе красочный платформер. Для 97-го года очень даже яркий. Причем разнообразный, 2,5D, анимации. Очень качественный. Как мы тут уже обсуждали, кто-то даже эту игру очень любит, как культовую. Она не такая популярна, как многие игры. Некоторые они даже не слышали или услышали только на этом спидран-марафоне, но ее очень ценят. Extra collectibles to pick up. But we kind of bypass as much of that as we can because as fun as puzzles are, they are generally not very fast. So we want to be going as fast as possible and skipping as many of them as we can. Nice damage boost there through that big enemy. These shield enemies are the worst, especially the large ones. The large enemies, you can only kill them by throwing a moo into them. So shielded enemy is obviously going to be really, really frustrating to deal with. Так, нас ждет, кстати, интересный боссик. And now we're coming up towards the end of 2-1. И вы видите, как раннер периодически стреляет своим оружием, которое позволяет схватить врагов. И мы сейчас манипулируем поведением босса, потому что нам надо схватить врага и дождаться, пока он черджанется. К сожалению, он немного плохой РНГ. Он пролетел мимо нас. Пришлось сделать лишний цикл. Вот, замечательно. Он периодически хватал нашего второго напарника босса в воздухе и умудрялся кидать его сразу же в босса. Это очень сложный трюк в действительности. В общем-то, в ране вы не увидите практически никаких скипов, кроме вот этих вот попыток проклепаться сквозь двери. Потому что все строится на том, что в этой игре особо проблем нет с точки зрения технического исполнения, и особых клипов-то не нашли, кроме того, что игра пытается вытолкнуть нас за определенные стены, поэтому там в уровне 6.1 мы пропустим анимацию дверей, в уровне 3.2 мы должны еще скипнуть одну дверь, если все идеально пойдет. В целом, очень даже неплохо.
So Moshe's mentioned how they like work like previously, so we won't cover that. But there's like this really like interesting strat that is like different on like PS2 compared to like PS1. So that's going to be like interesting to see if that goes well or not. Yeah, because I learned on the PS1 version, and this is a port. It's almost identical, but there's a couple things we think there might be floating point rounding issues. We're really not sure. It's native PS2 code, but it's exactly the same game. But there's a couple tiny Так, little things that. получится ли у него клипнуться хорошо? Давай, Nice, we got that clip. That doesn't save a lot of time давай. at all, but У it's него really один hard, фрейм. and it was Давай, awesome Ран, to show давай. off. Ты справишься. Е, Obviously, I Всё, still had to он get the key справится. for that one, but the next one Очень is даже gonna be a неплохо, little more неплохо. substantial and a lot harder. Yeah, so this is one that on PS1 is kind of the preferred method. On PS2, there is a like a different clip you can do. But I believe MS is going for the we're going for the PS1 method on PS2, which is really, really awkward. Yep. So just trying to get these little Вполне себе стандартная... into the door, essentially, Извиняюсь за using the телефон. box to Надо just, отключить. like, start the... Вполне There себе we go, стандартное stuff. движение для большинства игр. И снова клепаемся через дверь, где нужен ключ. Beautiful. That was amazing. Like, Это займет какое-то время. problem solving. Давай, Ран. Давай, Also, ты you можешь. keep the move there as well. Ты You can можешь. keep the little, waiting on those little mice things as well. Еще. It's really, really good. So there's an example of using a moo in an area you're not supposed to use it. But yeah, this is like most people's first introduction to door clips, and it is quite the tricky one. Отлично. На самом деле скип действительно сложный, потому что у вас буквально один фрейм. Not that I'm necessarily showing that off right now. Oh, got trolled. There we go. Lovely stuff. Yeah, so there's a few different ways that one can go. You can either end up on the top and you can clip through the top section, or you can get Сейчас straight through the door. будет Most did that. секция автоскроллер, That так was что like, you know, it спешить takes нам a couple of некуда. tries, but honestly, if that trick only takes a couple of tries, you're having a great time because it's a really, really hard trick. Yeah. So this section here, auto scroller again. We're trying to keep this moo till the end. There's spikes everywhere inside, so it's really, really annoying. But it does let you skip like a very small section at the end by not having to use two moves to break something. You can only use one instead, which is really, really handy. So we can probably do a donation, I guess. Sounds like a plan. We have a $250 donation from Anonymous, just saying, woohoo! Wahoo! Очень приятно. Музыка, превосходная графика. К сожалению, сам по себе ран не такой динамичный, как Марио, но у нашего раннера в действительности очень много сил уходит на то, чтобы правильно клипнуться и заниматься стандартным мувментом, потому что здесь очень большая оптимизация относительно прыжков и хватания врагов. Also, nice little shot here, just getting the B past that big move. So I gotta wait 2 seconds now because these gondolas are actually on a frame rule. They depart every 2 seconds. So because I had that tiny little hiccup heading over to it, I missed the optimal cycle, so I actually lost one. But no big deal. Yeah, that's a relatively like new. I I think it's an old revelation. It's a new thing that people are exploiting. By which I mean, I see, right. Only Balneor actually catches skips the first frame rule in 3-1. I get it a very small percentage of the time, and I did not get it this time around. I don't think any of the top runs actually at the moment have the skip either. It's really crazy precise. Yeah, absolutely. So we're in 3-2 now. 3-2 has these like kind of timed explosive enemies. They are like somewhat useful because we're going to be using them for a couple of animation skips. So we've kind of seen one like animation skip / clip earlier. Отличный We're прыжок. going to be seeing it now coming up on 3. Что самое хорошее, у раннера сейчас скипы идут без каких-либо проблем вообще. И прыжки получаются с первого раза, потому что некоторые моменты можно немножко себе заруинить. Если прыгнуть не вовремя, то вы столкнетесь с хитбоксом врага по классике, и вас откинет нафиг.
your jump. И, к сожалению, Your тут double нет jump if you канцела are анимации in the process of отбрасывания, grabbing an поэтому enemy придется с while you этим double jump. смириться. So, if you happen to just land on the ground at the exact moment you're grabbing an enemy and trying to double jump, your jump will just be buffered indefinitely because it says, oh, well, I can't double jump now because you're not doing a single jump, you're on the ground. So I'll just wait forever. And then it just so happens that the door animation is sufficient to make it think you're no longer on the ground. And you double jump immediately, which gives you back control. You're not supposed to have control during the animation. So the collision on the doors doesn't even work during the animation, so you can just clip right through. That was what we saw at the beginning of 3.1, but Отлично. the explanation was way too lengthy at the time, so I decided to defer it until here. Небольшая головоломка, He's ну пазл, really, если быть really точным, annoying. который надо Also решать, later. не зная как, Also introducing, но теперь знают как. introducing a kind of intentional mechanic that we're going to use in creative ways later, which is using the moves to double jump. So we've been using that like a bunch of times already. Ooh. But doing like two in a chain like that, this is kind of where the game introduces that concept. And there are going to be moments later where we're going to be doing like really long chains of enemies in some scenarios to potentially actually there's a strat that amoser does that means we may not see like quite as many chains in one go. But Приятная музычка, спокойная. it's basically like a really cool like intended mechanic, but as mentioned, we can use it in really unintended ways. It kind of really exploits the 2D and 3D. В общем-то, стандартный платформинг, пока ничего особого не происходит. Ждем следующего босса. This whole stage is like a big like I always feel like it looks like a soft play area for like kids. Yeah, it's really, I mean, I love this stage, actually. I think it's probably I think this is the stage that my friend was playing when I was introduced to the game, so it's particularly Наконец-то. special to me. It's also Обожаем particularly лифты. because you'll notice this is the room we were in the first part of the stage, and you would think that if you could squeeze an enemy through one of those doors, you'd be able to double jump up here and skip the whole stage. And we just recently found a human viable way of getting an enemy through. There was a task way, but not a human way, but we finally found one. But this platform is frozen Сейчас right here. раннер призывает о том, что если вы хотите погличхантить, то этот уровень восхитительное место, потому что эти платформы на текущий момент никак не ускорит. You still cannot skip the whole stage, so very, very tragic. I still hold out hope that we will. Очередной босс, которого мы должны просто закидывать сверху вниз атаки. So if you are interested in some glitch hunting, that is a thing to Оу. look at, because I really think it's going to happen sometime. We've gotten closer and closer. К сожалению, раннер сейчас ошибся, придется делать еще один цикл. It's really cool that they had the idea that, you know, we need everything to like respond to activating the switch, right? But from a speedrunning point of view, you'd almost rather that they just had that one room be like locked and not Особо неприятных атак у этого противника нет. Anyway, this is Gelgbomb. Все довольно просто и стабильно. Really, really annoying. The fastest way to kill Gelgbomb is not that. somewhat high. Oh yeah, no, yeah, not that. Sadly, so once something goes wrong in Gelgbomb, it all becomes like a bit of a free for all, which is very frustrating. И сейчас бы все должно было закончиться, но, к сожалению, раннер не попал в предыдущий цикл. Все, отлично. Right now, and then this jump attack as well, which is very slow. You can kind of bypass all of that with some really, really like precise like jumps and enemy hits and stuff, but they are really hard to do. So we're just kind of taking a more intended route to Gelgbomb now. Yeah, we're still going to do that end strat if we're lucky. Oh yeah, you got the moves in just the right place. Oops, except now I can't. Yeah, there we go. Nice. Oh, Оу. there you go. So Отличный скип получился у нас через дэмэдж бустинг. Challenging, especially considering that amoser learned this game, as mentioned, on like the PS1 version. Ждем, пока к нам подойдет фраг достаточно близко, чтобы даблджампом его сразу достать. Оп, отлично. Сразу волк клипнулись. Is it can crash. I had it crash twice in practice, so the fact that we didn't have to reset, that's good enough for me. Этот волк клип довольно-таки сложная вещь, потому что все так же пару пикселей. This is 4-1. 4-1 has two of the most wild skips in the game. So this one here is really, really awkward to do. And then we have like the kind of big skip at the end of the stage. This is another wall clip. Almost fell in the void, but didn't.
Yeah, if you fall in a place the game doesn't intend you to, you kind of just fall in the void for ages. So not only is it time loss because you died, it's time loss because you have to wait for the game to work out where Klonoa is, and then like move you to the checkpoint. Что ж, A little bit мы, long к time, сожалению, so you не have to смогли be сделать a little bit careful. сумасшедшую версию скипа, Yeah, playing it very safe there. в которой мы, по идее, должны были схватить несколько врагов подряд, но, к сожалению, мы стригнули врага слева слишком рано, поэтому придется его переделать. Все. О, у раннера не очень получается пока что сделать скипосик. Он почти... О, он задел хитбоксом. So as previously mentioned, you can chain a lot of double jumps together, and basically by killing enemies in this particular order, Его невероятно троллит игра сейчас. Amoser can get a lot of height and get all the way up to the stage exit, which is directly above us. So because again the game is like a 2.5D platform. Ой, он снова заруинил. Волнение у раннера. Можно уже открывать ставочку на OR Estimate. Так. О, отлично, отлично. Все. Замечательно. Казуально это было бы чуть-чуть дольше уже, потому что он должен был с первого раза флип делать, но ничего страшного. Было бы забавнее, если бы он получил еще 2 удара и умер. Вот тогда была бы печаль. Finally, okay. There we go. That'll do. Not quite what I wanted, but we got there. Hey, there's still like a super difficult trick. I think after my first run of this game, I got that first try and saved 15 minutes. So it's like it's that kind of trick, you know? Yep, definitely one that can go a little wrong. Следующий пост, кстати, будет довольно-таки интересным, потому что у него хорошее музыкальное сопровождение. Just playing it, you know, we don't do too much unintended stuff in 4.2, but it has like a really nice flow to it. And then we get to the boss, and the boss is like my favorite boss in the whole game. It's really cool. Also my favorite. I'm pretty sure it's like everyone's favorite, right? Yeah. Just for the music. Yeah. The music is so good on the boss. Yeah, I mean, the gameplay is the only weak point. Так, сыграл немного сейвово, потому что он мог от дэмэдж-буста, кстати, прыгнуть на эти шипы, но решил, что лучше избежать лишних рисков, потому что он сейчас немного отстает от планируемого времени. Yeah, you want to try and just about get over the head of that enemy, so it damage boosts you to the right instead of the left. So you can get through that door in one go, but not too much of an issue. I'm gonna play this a little safe as well. You can do a damage boost there too, but I don't want to have no health going into the boss if I can avoid it. Yeah, absolutely. And even though you're kind of Раннер не попал. Where you just were in that section, you're still over a bottomless pit for some reason. Also, we're not going to worry about who was in that house. Yeah, we're not going to... Didn't really even look like a house. That was a completely empty house. No one that Klonoa is emotionally attached to in that house at all. Сейчас мы используем cancel-атаку, I think. I can never say the name чтобы but yeah, has these, поймать немного времени. has these, like, colored rocks Это on it. прямо отлично. Each of these Если бы раннер through different в прошлый раз attacks. поймал непосредственно цикл правильно, то босс бы уже умер. О, он снова промазал. Exactly, yeah. And unfortunately it lost just a bit of time, but we did. Игра его действительно троллит. Все, замечательно. Yeah, and the yellow attack is the worst. So even if it loses a tiny bit of time, it's quite a relief to not have any yellows left. You'll see with the other hits that Amos is going for 2, so ideally going for 2 on that attack. На самом-то деле очень хороший ран. Технически вроде кажется несложно, но, как и у всех платформеров, очень много оптимизаций в прыжках.
There you go. Nice fight. Nice fight. Getting the attack cancel was like really cool. I've actually not seen that. Yeah, I don't think Сейчас anyone has. That's говорят why о том, I что wanted to на show этом off. уровне Yeah, есть 4 unfortunately, the пути fight didn't go great, but основных, the trick и нам надо их пройти, неважно в каком That's порядке, fine. It's not но the worst fight to выбираются every, в right? основном те, Like, которые приведут к тому, что we're in последним 5-1 now. будет 5-1 has 4 different paths you can approach them in либо any order. голубой, либо It is зеленый, somewhat потому random, что although you can они get ближе lava if всех you к do двери на switch выход to the из door, so уровня, either поэтому blue or green. мы сразу начинаем с красного. We're going over to the red-blue side at the moment. It'll be interesting to see which one Amoser is going for first. I know which one I would rather do first, but that's because I'm a big scaredy cat. Okay, Amoser's not doing what I do. Amoser is being brave. So getting a small damage boost here means that you can grab the moo on the other side of the fire. Если мы коснемся лавы, то сразу на чекпоинт, поэтому падение вниз надо избегать всеми силами. And then get to the other side and lose your run because you didn't hit the platforms. And the lava in this game, by the way, we haven't encountered that yet, but lava kills you in one hit. So it's not like Spyro where you can like land in it and jump out again or whatever. Like it's just a death down there. So if you touch that at any point, you are back to the last checkpoint. So jumping over lava, even if it's simple jumps, very, very scary stuff. So there we go, there's the red orb, nice damage boost at the end to get through the fire again. Это у него A уши. lot of damage boosting through fire in this section. Это Oh, кот crossing over now. с огромными ушами. У него в японской версии нет вот этой вот шапочки, ну кепки его. И без кепки видно, что это такие здоровенные уши, кошачьи, длиннющие. Don't tell me, but I'm going to put my money on green. You got it. Okay, I think I picked kind of late to... Well, you know, I mean, Yeah, that... you didn't know until I Сейчас did the little мы непосредственно checkpoint where пропустили you кусок parkour секции, loop, где so мы you don't спрыгнули lose вниз, time. закинули Nice. противника в So, нужный you нам mentioned, you know, stuff was happening рычаг in the background. и сразу же умерли, тем самым отправились на начало секции, тем самым сэкономили много времени на обратный Enemy путь. into the background, hit the checkpoint, and then immediately died because we jumped into a pit, and then respawned at the checkpoint, skipping the entirety of the Не заруинит ли раннер? Потому что, как он говорит, для него это вполне очень сложный сегмент. Так, оп, идеально. Клипнулись просто прекрасно. Всегда можно сделать лучше, но в данном случае получилось очень даже хорошо. Yeah. This is just gonna do it first try and then I'll feel silly, but... Oh gosh, no pressure. Okay, this is okay. Oh wow, that jump, yeah. Yep, that's a nice backup for when you happen to get the troll where it throws you down much lower than where the platform actually is, which... В общем-то, желтый мы проходим довольно-таки просто. Единственное, что мы можем ускорить прохождение желтого этапа, вот этой вот половины, это получить небольшой damage boost к СНЦ, но не знаю, будет ли его получать раннер из-за того, что у него там хп не очень много. Может, не станет рисковать, но посмотрим. Нет, решил не получать лишний раз. Все, переходим в 5.1. Probably get another donation in actually before 5-2. There's a lot going on in that stage. Sounds like a good idea. We have $15.30 from PowerStone05 saying, "It delights me to see Klonoa take the GDQ stage once again. Amoser has been a fantastic individual in the Klonoa community, and we're so excited for them to show off this incredible game to everyone at this early hour. Knock it out of the park and to the Moon Kingdom, Amoser. We're rooting for you." Thank you so much. Ruparudu. Сейчас мы, кстати, получили идеальный цикл для старта, потому что у этой локации есть двойной цикл, день и ночь, и при их смене немного меняются условия. Сейчас он зашел и вышел в двери, потому что он случайно мискликнул. Такое бывает. В общем-то, мы манипулируем циклом дня и ночи на этом уровне для того, чтобы знать, где появятся монстры, дабы нам нужен корректный цикл. И раннер сейчас не попал монстром по рычагу. Unlucky. Пришлось подбегать.
Yeah, so amoser trying to set up the cycle as well, because when you go through a door, I think if it's changing from day to night, it'll swap from night to day, and you want it to be daytime when you come out here. So just taking a small amount of time there to make sure that the cycle is where amoser wants it coming out. Exactly. No one saw that. So first section done. The thing with this stage as well is if you end up off cycle, then you have to do a lot of creative creative thinking about like where the cycles are. It's a very like thought heavy stage. Also at nighttime these platforms appear, which is going to be really relevant later on because there's a long section of platforms that we need to have for a decent amount of time so that we don't just fall Пока down. что все идет по стандартному сценарию, там в оверстимейт можем уйти, если раннер еще пару раз ошибется, но это маловероятно. Here, I think what the game intends you to do is to grab some enemies that spawn during the daytime, but instead we can just damage boost through these guys, which is great. Grabbing enemy here. The indoor sections are like they're not too bad. There's not really. I think there's like one wall clip in one of them that you can do, but it doesn't really save much time at all. Okay, so this is one of the enemies I mentioned before, and we want to get here during daytime. So that we can hit that switch. And the most are actually able to carry this enemy all the way through. That's really, really good stuff. If you can't carry that enemy through, then you can just hit the switch and jump off the platform. Сейчас мы пытаемся схватить противника сквозь решетку, и у нас это получается. Замечательно. Here comes a little audio cue, so ask for a little bit of quiet. This should be the only audio cue I need to hear in the run. Yeah, we'll explain it after. В общем-то, единственный способ понять, правильно ли мы стоим для того, чтобы схватить противника через эту решетку, это услышать звук выстрела, ударяется ли он от поверхности или нет. И мы просто схватили врага, не решая этот пазл, тем самым ускорили секцию. So that's why we had to be nice and quiet for that one, just so that amoser could hear if he was in the right spot. Так, отличный цикл с самого начала. So, 5-2, over. The next boss is... I personally hate it. It has, like, В общем-то, I think the worst hitboxes ever. I really don't enjoy playing this boss, but I'm sure... Сразу перешли на вторую стадию. This is the scariest boss, by far. Yeah. Сейчас единственный способ снять с него вот это усиление, это встать на платформу, которая сменила цвет дважды, если она фиолетовая, и один раз, если она зеленая. Нам надо восстановить цвет платформы к оригинальному, и тогда босс снова сможет получать урон. Так, только что закрыли первую ночную секцию. Босс возвращается в дневной форме. Вот вы только что видели кевку в FF6, вот вам кевка. Так, сейчас главное, чтобы босс нас не затроллил, не ушел. Все, отлично, поймали. So I believe on the second time around he starts jumping. Не погибли. I don't even know. Уводим его на второй цикл. No, he starts running this time. He jumps on the third one. The jumping is really annoying. He always just waits until you throw and then does it. You can also like I think like there's an element of this. Все, появляется новый цвет платформы, который надо достать 3 раза. Which can be really relevant when it comes to hitting Joker, because you can get some hits at angles you wouldn't really expect. But then you go to try it again and the angle's slightly off and then you just completely miss him. There's a lot of frustrating components to this fight. Вот были времена, когда каждого босса делали уникальный со своей механикой, проработанного детально. Они как сейчас зачастую ставят одного и того же босса 4 раза в игру, и все нормально. А потом ставят его еще с одним боссом, делают двойным, и хоп, получился еще один босс. Идеально. Сейчас
второй удар, и мы все, Also, проходим уровень. like, Замечательно. boss attacks are really, Отличный, really чистый annoying as файт. well. He does like a Все sweep могло бы быть forward гораздо neutral. лучше, если бы раннер And the попал shot, пару I don't know what it раз is. по I боссу just find it дополнительно. really hard to work out where Но the сами shots циклы actually gonna прошли land. так, как The нам space around it is really интересовало, ridiculous. практически идеально. Completely, yeah. There's just not enough. There's barely not enough time to really react to where it's gonna be. So if you get down to no health and you can't tank that hit, sometimes you just have to pause the game and save your run. Yeah, like pause buffer it. Yeah. Anyway, there we go. That's Joker. We are through Joker. That is big sigh of Так, relief. Yep. отлично. Сейчас мы клипнулись в другую комнату с нашим противником, чтобы пропустить целую секцию. They kind of like with the Moon Kingdom to have like this kind of 4-sectioned areas where you need to go and activate a switch Отлично. to open another section and then a switch Минус to целая open another секция. section. And В общем-то, пропустили практически весь уровень 6.1 с помощью лишь одного клипа с противником. Even though you don't need to clip out of the room, turns out that the exit for this whole area that you would normally get to by clearing out all of these totems by hitting respective switches, turns out it's just up here. And if you can get a move where you're not supposed to, you can just jump straight up to the exit here. Nice. So this is the end of the stage. Yeah, we skipped the entirety of 6-1. We just decided not to engage with it. Yeah, Сейчас pretty fast открылась wall clip too. новая That was nice. стратегия прохождения этого Yeah, уровня, и that was раннер really говорит, good. You что have to start from further ему away, казалось, from a что position, you нормальная run стратегия это straight up сложно, the wall но and в do it. этот раз It's a really like еще интереснее будет. Anyway, 6-2. So Amos is going for a really cool strat in 6-2 that I only found out about recently, and it completely like changed my perspective of this stage because I thought the normal strat was hard. Сейчас он должен we're был gonna see something клипнуться. completely different in a Отлично. minute. Ох, So this с is another первого section of the раза. stage where Просто you've got essentially восхитительно. 4 different barriers. There are 4 different switches, 4 different sections. Это To настолько clear out all the тонкий barriers, трюк, you can get просто to the end. восхитительно, что с первого раза Normally получилось. what we do Нагоняем is we время, get an упущенное enemy, we ранее. clip through to the second to the last section, and then we clip from there towards the end using some creative double jumps and the fact that it's a 3D world. However, what Amos is going to try and do right here is bypass even that. So we do the wall clip here. First try. Oh my That's gosh. amazing. That is so good. Oh That my is gosh. such a precise trick. So Mosa there has skipped the entirety of like the second to last section, and we. Сейчас мы пытаемся подогнать ХП босса так, чтобы у него осталось достаточно ХП, чтобы мы пропустили третью фазу его битвы. Boy. This is normally the scariest part of the run, but with that trick, this is nothing. Yeah, so Gadius here is we're going to be trying to Ох, manipulate the enemies that we use. нам, к сожалению, не повезло с РНГ босса. Мы получили атаку, которая нам не хотелось бы. Phase 3 is like really annoying, and if you've lost health during the first 2 phases, then it's also very easy to die there. So, like, I can't imagine anyone would do that in a marathon run. Let's pretend that I never did that. And Oh, really bad RNG, unfortunately. We only got 4 hits. That's very annoying. Yeah, so now we have to do the optimal but really scary strat is to get 4 hits in the first half of the first phase. So now we have to go for the scariest strat, but without the time save associated with it. So that's going to be fun. Yeah, so we're in phase 2 now with these rockets. Also, these orbs will, like, if they hit you, they send you back to, like, the outside of the ring, which you can use to speed up the time between Нет, phases. еще нет, там коллекция будет на Switch. Ну и плюс был ремейк в 2008 на View. Так что... Не на View, на Wii. Именно на Wii. Так что... В ближайшее время владельцы Switch'а. И мы, кстати, движемся к финальному боссу игры. И смотрим на РНГ. Если мы здесь умрем, то это overestimate. Еще в Steam ремейк будет? Позитивно. Сейчас очень аккуратными надо быть, потому что босс довольно-таки больно бьет и довольно сильно достает нас.
it spawns the enemies. It doesn't spawn enough to kill him in one cycle. The idea is you have to load the enemies into these cannons. So he'll release these from the armor, and then he's gonna start doing this tongue attack. This is very annoying. You have to be very careful where you jump, and if it hits you, he has this really long animation where he chews you up and he shoots you out of his like weird like. О, 8 июля, кстати, ремейк выходит в Steam. You just don't want to get hit by the tongue. It's really really annoying. Oh, we lost the coin flip. It's not even that painful in terms of health. It just loses a lot of time. Yeah, the tongue is the scariest boss in the game, I think. After Joko. Of Так. course, but yeah, we missed out. Осталось Missed out чуть-чуть. on a task cycle there because we got bad RNG. You have to guess which way he's gonna spawn the enemies, and unfortunately, I guessed wrong. So we missed the task cycle. It's literally a 50-50 shot. So unfortunately, nothing we could do about that, even if we tried our best. Yeah, absolutely. There's a few moments like that in the Так, game. мы where it's должны just- атаковать it's just кристаллы, one of потому our что это его enemies is a слабое totally good место. time, but it's just really annoying when it happens. Like, this is phase 2. Most is going to be taking an intentional death. Ну, здесь практически ничего не может пойти неправильно, так что все должно быть хорошо. Revealing its weak point or whatever. And we can skip that just by taking an intentional death and going back to the start of the phase. So here we have these crystals. These are the weak points. We want to hit the crystals with the moves in the most efficient way possible whilst dodging the face's attacks. This is somewhat of a chill phase. There's not an awful lot that can go wrong here. Так, Aside from like walking off the edge, but that's super почти unlikely. все. I'm definitely not jinxing this, I promise. Сейчас переход на следующую фазу. Most don't walk off the Ну, edge. игра на самом деле не короткая, это Try not to. Okay. очень много скипов в действительности, которые клипы через стены и прочее. Мы не подбираем ключи, которые спрятаны за пазлами, мы не подбираем некоторые загадки, которые откроют нам путь к какому-то противнику, который позволит нам продвинуться дальше и так далее. То есть мы очень многое So that's скипаем. phase 2. We can skip part of the cutscene in phase 2. As soon as the floor disappears, we can go for a cutscene skip. There we go. And now on to phase 3. He is definitely a lot scarier looking than he was before. And Так, with filling сейчас cannons, главное now the cannons are не below us. умереть, потому что придется повторять всю So секцию each с of these, нуля. cannons represents, like, the leader of И, an area that we can возможно, like, rescue. возможно, So это будет kind of the overestimate. story all tying together, everyone coming together to fight the big evil guy. You have to be very careful with throwing the moves into these cannons because the hitbox or like the death plane for this. То, что ему нужно higher than сейчас, you это think. So просто if you try доджить and go пока too что. low, when you're throwing the enemies, you can accidentally take a death and then you have to repeat the section. He's just going to be doing like all kinds of things though. He's got the rainbow like shockwave attack. He's got the the destroying the platforms attack, so you can't wait around on them for too long. Готовимся, сейчас будет время. Практически. Всё. И время. Всё, замечательно, мы успели. Раннер не умер. Oh, I missed that one. A shame. 42-43. Отличное время. Причем ровно 42-43. Блин, на секунду бы раньше было бы. Вообще шикарно было бы. Клап, 42-43. Overestimate нет. Do that and Все просто прекрасно. So time's going to be when the health bar shatters at the very end when it explodes. time. GG. So what was the final time out of sheer curiosity? Looks like that's going to be a 42. А, я на 28 You know секунд what? That is спешил. just fine. А, да? Just fine. Ха. Ну я просто ребутнулся. Как раз последние несколько секунд. Нормально Awesome, так. yeah, just go Нормально. wait for the console to finish. Никто, короче, не заметил, да? Turn it on, and then Что комментатор спешит немножко так. eventually we'll get Совсем there. чуть-чуть, на 30 секунд. Shout-outs, and I'm sure we'll get a bunch of people, but first of all, everyone who donated, everyone in the audience, thank you so much for being here. Everyone in the wider Klonoa community as well, especially the Klonoa Mega Chat and the Klonoa Speedruns Discord, of course, which is my home base. Please feel free to come and talk to us there, and we'll do our absolute best to help you get running this game if you're interested. If you're interested in any of the Klonoa games, the Wii remake, the Game Boy Advance games, the Wonder Swan game, Moonlight Museum, the as yet released Fantasy Reverie series that's coming out in a week. Сейчас должен Any быть of those, дополнительный уровень, we're happy to talk about на those. который собрали в инценты. Particular thanks to Balnior for kind of doing most of the routing for this game.
Dill Wingo for helping me get the right hardware to be able to do this run, which otherwise would not have been able to happen. All the restreamers, particularly the French restreamer whose name escapes me, unfortunately, but thank you very much. And Nako22, who's the world record holder and is going to be actually hosting a little mini Klonoa marathon coming up in a couple weeks. There's not an English restream sorted out for that yet. There's hope for that though, so maybe come by and see us on the Discord, and we'll let you know where to watch that, because that's going to be fantastic as well. Игра японская. Yeah, that's about it for now. We're ready to do this bonus level, and then I'll finish up the shout-outs. Сейчас будет бонус левел. So time's going to start right when I go through this door here. So 3, 2, 1, go. Yeah, so as mentioned, I haven't actually played this since I was a kid. So I am somewhat in the dark here. I think you get this from 100%ing the rest of the game, right? Like, yeah, although it's the easy 100%, not the one where you get all the gems. You only need to rescue all the prisoners. And as you can see, that's right. There's an in-game timer here, and that's what we normally use for the speedrun. Let me just focus for a bit here. В общем-то, рана немножко будет руинить на прыжках, судя по всему. Ну, такое бывает. В общем-то, это бонус уровень, который открывается за 100% прохождение игры. И вы сможете увидеть вверху справа таймер, который обычно используется в прохождении этого бонусного уровня как время для определения забег. Strats and using some IGT abuse that's not RTA friendly, you can actually get down to 1 minute and 40 seconds, and that's Balneor's world record, which is absolutely fantastic. I highly recommend you watch that out when you get the chance. Very close to the lava there. Yep, that was a little scary. Так, этот раунд продлится где-то пару минут. Потому что это большой такой бонусный уровень, который на самом деле подъем вверх такой. Так. Получится ли у раннера? Ох. Ой-ой. В общем-то, здесь, если умереть, именно умереть, то придется ресетать всю комнату целиком. Take careful advantage of your momentum, which is not a thing that's happening to me right now. So yeah, this was kind of the even just playing this normally, this is kind of the point where the devs kind of said, "Oh, you thought you were doing unintended things with our mechanics? Well, let's make them intended, I guess." Это бонусный уровень за то, что 100% игры проходится. Раннер сейчас загрузил сейф с помощью картриджа. Ну не картридж, это карта памяти. Он поменял карту памяти, загрузил сейф, на котором была пройдена игра на 100% и запустил бонус уровень, потому что на это собрали. Это, как обычно, принято. Гораздо сложнее оригинальной игры, требует от вас большего навыка. Особенно в спидран прохождении, а не в казуальном варианте. Если в казуальном варианте у вас есть хоть какие-то варианты, чуть-чуть упростить себе жизнь, то в спидран прохождении тут максимально много наказаний за ошибки. Саб 3 мы уже не попадем, но будем крайне близко. Close enough. GG. All right, and that is Klonoa. Thank you so much. В общем-то, это был Klonoa. Очень хороший такой ран. Игра скоро получит ремейк, так что те, кто с ней не знаком, могут с ней ознакомиться. Очень себе даже хорошая игра, такая приятная. Дальше нас ждет The Lord of the